Всем привет! Меня зовут Аня Куцеволова, и сегодня самый долгожданный обзор, который вообще может быть в этом мире. Обзор на картриджи для перманентного макияжа. Хочу сразу сказать поправку. Этот обзор — это абсолютно мое сугубо личное, непредвзятое мнение по поводу всех картриджей. Сразу хочу сказать, что мне никто не платил за рекламу. Все картриджи куплены мною за деньги. Никто мне ничего не дарил. Поехали! Сейчас на рынке перманентного макияжа появилось огромное количество, огромное разнообразие картриджей, наконец-то единичек, потому что раньше это был только квадрон и ничего кроме квадрона, и еще раз квадрон. Поэтому сейчас мастер может выбрать то, что ему более удобно, комфортно, и то, что ему больше подходит по цене, потому что стоимость у них тоже очень разная, от маленькой до очень большой. И не всегда большая цена равно большое качество, поэтому смотрите обзор, чтобы узнать, какие картриджи лучше и какие мне нравятся больше. Мы начнем со старичков на рынке. Это картриджи Quadron, всеми любимые, очень распространенные, но в последнее время немножко сдающие позиции. Почему сдающие? Потому что появилось в продаже много картриджей, которые лучше, чем Quadron. Какие? Узнаете дальше. Сейчас пока поговорим про Quadron. В принципе, это хорошие картриджи. Они в принципе, очень стабильные в работе и хорошо подают краску, что очень важно. У них иногда страдает заточка, и поэтому в последнее время я отказалась от работы ими, потому что заточка конкретно в волосковой технике, ну и в других остальных процедурах тоже, она очень важна. Если игла заточена плохо, то и прокалывает кожу она не так качественно, четко, как острая, хорошая заточка. У этих картриджей большой выбор единичек, особенно у вот таких Optima PMU. Почему? Потому что они заточены под перманентный макияж и отличаются от своих собратьев татуировочных цветом, а их сделали цветом для девочек. Ну, перманентный макияж ассоциируется, да, с женской профессией, поэтому они розовые. Вот. А другая пачка, обычный Quadron, у нас коричневого цвета. У них разница в цене в 500 рублей примерно, плюс-минус. То есть вот эти Optima PMU стоят 3000 около. А вот эти обычные картриджи Quadron стоят 2500 рублей за 20 штук, в пачке 20 штук. Чем же они отличаются? Они отличаются только лишь наличием дырочки в мембране вот в этих картриджах. То есть здесь всего лишь 1/3 мембраны, а здесь мембрана полная, целая. В остальном они абсолютно одинаковые. Единственный плюс вот этих картриджей, то что у них очень большое разнообразие заточек, различных конфигураций именно для перманентного макияжа, то есть целая гора единичек разных от 0,18 до 0,40 и абсолютно разные заточки от короткой до длинной и плюс еще текстура. В общем, большой выбор. Но они нам не всегда нужны. Я знаю, что многие мастера вообще всегда работают какой-нибудь иглой 0,3, заточка ЛТ, и все. Давайте немножко вступления введем про заточки. Существует 3 вида заточки основных. Самая длинная ЛТ, средняя МТ и короткая СТ. Это обозначает шот, короткая, medium, средняя, long, длинная Т, это буква Т в конце, это тейпер, ну что означает заточка, в общем-то. Так вот, самые распространенные картриджи для перманентного макияжа — это, конечно же, длинная заточка, поэтому я сегодня просто взяла все картриджи здесь, которые имеются, с длинной заточкой, чтобы не разбирать, какая, чем отличается, это немножко не про то. Вот, двинемся дальше. Следующий тип картриджей, который сейчас очень занимает лидирующие позиции, высокие, это картриджи Defender. Есть еще такой аппарат, Defender Onyx. И картриджи очень, кстати, неплохие. Выглядят вот так симпатично, белые, с красненькой каемкой, тоже очень
для девочек подходят по цвету. Эти картриджи тоже очень разнообразные по поводу заточек. В них даже есть заточка RL-SLT, что переводится как Super Long Taper. Это самая длинная в мире заточка, которая даже длиннее, чем обычный Long Taper. Зачем она нужна? Не знаю. Для волосков, в принципе, неплохо подходит, но в остальном не вижу смысла в такой длинной заточке. Дальше идут картриджи Vertex от компании Microbo. Эти картриджи очень дорогие. Они стоят где-то $85-90 за одну пачку. На русские деньги это порядка 7 тысяч рублей за 20 картриджей. Но это неоправданно дорого, честно вам скажу, потому что внешне они практически ничем не отличаются от картриджей Defender, которые, кстати, очень доступны по стоимости. Смотрите. У них даже обратная сторона очень похожа. Defender стоит порядка 1500 рублей за 20 штук. Vertex стоит порядка 7 тысяч рублей за 20 штук. Делайте выводы сами. Внешний вид очень похож. Немножко дальше мы разберем внутренности и посмотрим, как они выглядят внутри. Недавно мне дали попробовать вот такие картриджи Electrum. В принципе, они, если честно, тоже очень похожи по форме на вот предыдущие Defender и Vertex. Я не знаю, сколько они стоят, но в целом неплохие. Пока что я еще не разобралась. Просто вам показываю для разнообразия, что есть разные. Смотрите, какая у них красивая коробка. И, наконец-то, мои любимчики — это Envy Nano. Не путайте с Envy Gen 2, потому что вот этот вариант картриджей Envy Nano, они именно для перманентного макияжа, а Envy Gen, они для татуировки. Там тоже есть единички, но они нам не подходят, они не такие классные, как эти. Здесь 10 штук, и стоимость их составляет примерно тоже 1500 рублей за 10 штук. Это такая же цена, как Optima PMU, если умножить на 2, да? Они очень симпатично выглядят. И, кстати, они не похожи на все остальные картриджи по форме. Такие красивые, смотрите. Они, кстати, отличаются по цвету. Мембрана в картридже, который 0,30 диаметром, черная, а мембрана в картридже 0,25 белая. Поэтому даже по внешнему виду вы быстро можете различить, какой вам картридж нужно взять. Они очень удобные в работе и очень круто подают пигмент. То есть ничего не вытекает, никаких жирных капель краски не остается. То есть все очень круто, очень, я бы сказала, качественно. И также есть на рынке сейчас всякие разные аналоги на квадрон вот такого плана. Я даже не знаю, как они называются, я просто нашла у себя их где-то в закромах. Они выглядят вот практически как квадрон, немножко отличаются только по форме. Но по качеству они, конечно, очень сильно уступают, потому что это всего лишь аналог. Аналогам я вообще не доверяю, у меня с ними отдельная история. Есть еще очень дешевые, кстати, даже, может быть, и не очень дешевые, я не помню, сколько они стоят, картриджи Easy. У них очень нестабильный ход иглы, я их не рекомендую. Я про них вот сказала и убрала. Эти аналоги тоже убрала. Я их даже пробовать не буду, потому что работать ими просто невозможно. И существуют единственные картриджи, которые делаются не в Китае. Все остальное, что я вам показала, делается в Китае, на китайских заводах. И вот я вам покажу картриджи Shayenne. Единичка у них абсолютно не приспособлена к работе. Она плохо подает краску, но я вам хотела показать, что это единственные картриджи, которые производятся в Германии. Они не делаются на китайском заводе. Я их тестировать тоже не буду, потому что смысла нет, они абсолютно неудобные в работе. Если мы будем говорить о картриджах Shayenne, то я рекомендую только пучки использовать этой фирмы. Магнумы для губ, например, очень классные у них, тройки тоже неплохие, но единички никуда не годятся. Вот такой вот обзор. Мы сейчас будем именно эти картриджи тестировать и разбирать, смотреть, что же у них внутри. Продолжаем наш обзор. Сейчас мы попробуем все эти картриджи на латексе. Посмотрим, чем они отличаются. Может быть, какой-то лучше подает краску, какой-то хуже.
и сделаем выводы. Я буду проводить обзор на моей любимой комете. Она вот такая красивая. Это пока что прототип. Ход иглы у нее 3 мм. Начнем, наверное, с квадрона. Обычного, самого старичка. Это те картриджи, с которых я начинала вообще, в принципе, свой путь в мире картриджей. Попробовав их, потом мне не хотелось пробовать все вот такие аналоги, которые сейчас заполонили рынок. Поэтому начнем с него. Все картриджи вставляются одинаково. Это движение Easy Click. Тут вот такая вот в машинке есть выемки, и в картриджах тоже есть выступы. Вот мы вставляем и прокручиваем обратно, ну то есть против часовой стрелки. Когда мы вытаскиваем, мы по часовой стрелке прокручиваем и вытаскиваем. То есть вот такое простое движение. Так как у меня ход иглы 3 мм у аппарата, вылет иглы я ставлю примерно 2,5-2 мм. Я буду штриховать и рисовать линию, чтобы было понятно. Нажим я буду стараться делать одинаковый. У квадрона никогда, кстати, не было проблем с подачей краски. Он очень чисто работает. Даже если к вам пришли какие-то клиент с какими-то такими очень густыми бровями, все равно краска будет подаваться хорошо. То есть не будет никаких капелек, ничего собираться. И не будет никаких брызг на коже. Если у вас картридж качественный, но все равно брызгает краска, вы можете просто чуть-чуть увеличить вылет иглы. Это поможет, потому что когда у вас аппарат длинноходный, а вылет иглы стоит очень маленький, у вас просто подача краски слишком большая получается. То есть он излишнюю краску подает. Очень чистая работа у квадрона, ну, в принципе, я и не сомневалась. И сейчас я еще нарисую линию рядом. Я линию, конечно же, рисую из штрихов, потому что по-другому я не делаю. И тут же надо все это дело протереть. Сейчас мы каждый картридж так попробуем, посмотрим, какой из модулей дает краску лучше, какой красит лучше, потому что даже если вы используете один и тот же аппарат, у вас может получиться совсем разный по яркости рисунок, и это нормально абсолютно. Сейчас мы взяли Optima PMU. Машинка как будто громче стала работать. Напомню, что Optima PMU отличается от обычного квадрона только лишь мембраной. Дальше чуть-чуть мы покажем, как это выглядит. Здесь мне надо сделать вылет как раз-таки поменьше, потому что подача краски немножко хуже. Вот у этого картриджа можно увидеть, небольшие брызги остаются вокруг. Смотрите, он прям немножечко какие-то такие точечки, крапинки оставляет пигмента вокруг. Но это, конечно же, не мешает работе, но все равно мне это не нравится. Так, и сделаем линию. И проверим. Пигмент я использую везде один и тот же. Вот, кстати, смотрите, рисунок получился разного цвета. Это то, о чем я вам говорила, когда мы используем разные картриджи, у нас получается рисунок разного цвета. Так, квадрон потестили, посмотрели. Давайте сейчас двинемся дальше. Дальше у нас Defender. У меня, к сожалению, заточка здесь отличается от той, которая во всех остальных картриджах. Это заточка RL SLT, немножко длиннее. С ним тоже звук у аппарата другой, то есть каждый картридж я вставляю и совершенно разный звук получаю. Скорее всего, здесь пиксели будут мельче, потому что очень длинная заточка. Подача краски хорошая. Сейчас многие мастера используют часто вот эти вот картриджи Defender. Многим он очень нравится, и плюс еще он очень доступный по цене. То есть они намного дешевле, чем квадрон. Но машинка моя очень странно вибрировать и гудеть начала с этим картриджем. Волосок будет максимально тонкий, скорее всего, потому что заточка очень острая. И, скорее всего, прокрас будет ярче, чем у квадрона, потому что острая заточка, она
лучше прокалывает кожу. И да, смотрите, насколько отличается цвет от обычного квадрона, от квадрона Optima. То есть это тот же самый пигмент. Я делала абсолютно тот же нажим, я вам не вру. Но получился совершенно разный результат. Дальше у нас на очереди картриджи поднебесных цен. Это картриджи Vertex. Они супер дорогие. Сейчас посмотрим, отличаются ли они чем-то от Defender. Плохо он вставляется, если честно. Очень одним движением вот таким сразу выскакивает, смотрите. Плохо сидит в машинке. Может быть, конечно, это конкретно к моему аппарату относится. Сейчас проверим. У него толще носик. Попробуем в работе. Вообще я ими мало работала, если честно. Но пиксели он рисует другие совершенно. Это видно сразу. Хуже подается краска. Мне придется сделать немножко меньше вылет. Для волосковой техники не очень удобно, когда вылет маленький, поэтому, наверное, я не буду их на волоски пробовать использовать. Потому что мне не очень нравится, что маленький вылет и толстый носик. И сейчас попробуем сделать волосок. Проверим. Немножко брызгает он тоже так же, как Optima PMU. Пигмент он уложил менее ярко, чем Defender. Но пиксели у него неплохие. Ну, такие очерченные, хорошие. Пока что хуже всего получилось у меня квадроном вот обычным растушевка. Что очень странно, потому что раньше я только ими работала. Я вам потом расскажу, почему я перестала ими работать, когда мы макро покажем вам заточку иголки в сравнении. И мы перешли к моим на данный момент фаворитам. Это Envy Nano, диаметр 0,30, острая заточка. У них идеальная подача краски, они очень хорошо сидят в машинке, и у них мягенькая резинка, вот эта голубая, что очень приятно в работе, то есть палец вообще не устает. Когда мы держим картридж, то есть я кладу прям вот на этот выступ палец, и также есть выемка для среднего пальца, то есть это прям очень удобно. И когда берешь в руки аппарат, он прям абсолютно не скользит, потому что это резиночка, и не давит на палец. У них тоже очень классная подача краски. Абсолютно никаких лишних капель пигмента. За это я их и полюбила. То есть, когда работаешь в волосковой технике, рисуешь волосок, и часто, когда слишком много пигмента подается, получается не линия, а такая, как колбаска сверху, выпуклость. И потом этот пигмент засыхает, его нужно стирать. Это все силы, лишнее время, и очень раздражает. А тут очень прикольно. Все укладывается. У него иногда собирается капелька на носике, но она абсолютно не мешает в работе. Сейчас нарисую линию. Проверим. Вот, подача краски идеальная, пиксели тоже идеального красивого цвета. И что очень странно и непонятно, посмотрите, они все абсолютно разного оттенка. То есть вот так просто влияет выбор картриджа даже на оттенок пигмента, который вы вносите человеку. То есть все немножко по-разному работают. У всех немножко разная подача краски, укол, ход иглы у кого-то очень стабильный, у кого-то нет. Что я могу сказать? Даже если так вот выбирать, то Optima PMU, наверное, и Envy для меня вот самые идеальные по прокрасу, по цвету. Они лучше всех отображают как бы картину настоящую, да. Defender, наверное, из-за того, что заточка очень длинная, очень ярко положил растушевку, слишком даже для меня, то есть очень легко совершить ошибку. Может быть, с обычным лонг-тейпером заточкой будет по-другому. И Vertex, он абсолютно непримечателен, почти так же выглядит, как Envy, почти так же, как Optima PMU Quadron, но стоит примерно в 3 раза дороже. Поэтому не рекомендую, потому что зачем тратить лишние деньги, когда есть картриджи такого же хорошего качества в 3 раза дешевле. Но это нелогично. Вот, сейчас мы покажем поближе вам, чем они отличаются.
конкретно внутри. Сейчас я вам покажу, чем отличается квадрон обычный, стандартный, от квадрона Optima PMU. Мы их разобрали, и я хочу показать вам мембрану защитную, ту, которая немножко вырезана. То есть у квадрона обычного мембрана отличается лишь тем, что есть вот здесь дырочка. Эта дырочка делает картридж более пластичным, то есть у него получается вот это толкание, оно гораздо более мягкое, чем если бы она была цельная, как, например, в Optima PMU. Смотрите. Здесь она более тугая, потому что мембрана целая. И как раз-таки мы можем увидеть разницу на латексе вот именно в этом. Скорее всего, это больше всего и влияет, потому что очень мягкий ход, соответственно, очень мягкий удар, мягкий прокол и, как следствие, прокрас менее насыщенный. То есть, когда вы работаете картриджем коричневым, квадрон, нужно прилагать усилий больше, то есть нажим делать больше, чем когда вы работаете вот Optima PMU. Потому что мембрана у Optima PMU целая и более тугая, что делает прокол более жестким, хлестким. Вот. И, соответственно, что же лучше для перманентного макияжа? Многие мастера отказываются от работы обычными картриджами квадрон именно из-за наличия вот этого отверстия в защитной мембране, потому что это не гигиенично, то есть это не гарантирует вам того, что краска не попадет в мотор, особенно если у вас аппарат в виде пенообразный, у него мотор находится сразу там же, и как раз-таки это большая опасность для аппарата, то что краска попадет в мотор. Но если мы будем говорить о перманенте, то это не имеет абсолютно никакого значения, потому что мы работаем всего лишь единичками, и никакая краска туда не попадет. Поэтому можете работать в перманенте спокойно картриджами коричневыми квадрон, если они вам нравятся. Следующим у нас шел Defender. Defender у нас тоже имеет две части. Вот верхняя часть и нижняя часть. Мембрана у него целая, и если мы говорим о вот этом толкании, то она тоже достаточно такая тугая. Тут же можно сравнить его с Vertix. Верхушка у них одинаковая, отличается только носиком. У Vertix носик толще и не имеет среза. Плюс немножко другая форма. У Defender также есть вот здесь в носике в прозрачном дырочка. У Vertix две дырочки именно в пластиковой части. Ну и логотип и у одного, и у другого модуля есть. Внутренности отличаются только цветом, потому что в остальном они практически идентичны. То есть вот я прям даже рядом подержу. Вот такие одинаковые. У Defender немножко выше припаяна игла. Вот здесь видно, что примерно полсантиметра иголки. У Vertix чуть-чуть больше, почти 1 сантиметр иголочки, а дальше уже держатель идет. По сопротивлению они примерно одинаковые. У нас остались мои фавориты Envy Nano. Они отличаются очень от остальных картриджей и внешне, и в работе. У них внутренность в принципе похожа, тоже мембрана. Она, кстати, вылетела. Она вылетает. Короче, такая конструкция модуля, что вот эта вот штука, полоска вот эта. Держит мембрану. То есть, если я буду делать, просто держать за розовое основание и делать вот так, то она улетает. Мне нужно ее придерживать, потому что в самой конструкции это придерживает держатель, выпуклость. То есть вот мембрана тоже... Но она, кстати, достаточно мягкая. Я бы сказала, даже она мягче, чем у Defender, что делает ход иглы более мягким. Не таким хлестким. Вот. Так что даже этим они отличаются. Вот такие интересные модули. Ну, плюс, как я уже сказала, очень удобная резиночка мягкая, которая скрашивает долгие часы работы и не натирает, не надавливает пальцы в работе. Вот такие внутренности у этих модулей. Сейчас мы посмотрим, чем же отличаются заточки у каждого этого картриджа.
все, ребята, посмотрели мы все модули, оценили их качество прокраса на латексе, посмотрели на все мембраны, на все заточки, и на основе этих выводов я хочу сказать, что вот эти 4 фирмы — это лидеры рынка, и поэтому я именно на них сейчас сделала обзор. Всякие разные там супер немножечко похожие на них модули я не брала, потому что, скорее всего, они делаются на одном заводе, просто чуть-чуть другая пресс-форма там и так далее. То есть какие-то моменты изменены, но в целом они будут похожи. По заточке лидируют для меня картриджи Envy Nano. Они очень классные. Вообще, в принципе, в Китае есть 3 вида игл, которые используются вообще везде. То есть 3 различия по качеству. Это эконом, это средний вариант и премиум вариант. То есть вот как раз-таки мне кажется, что в Envy как раз-таки премиум вариант, потому что игла выглядит очень качественно, заточка у нее очень острая, гладкая, и в работе она себя показывает идеально. Опять же, хочу повториться, что это сугубо мое мнение, основанное на моем опыте. Вы можете думать по-другому, вы можете выбирать другие картриджи, другие фирмы. Надеюсь, вам было полезно то, что я вам рассказала сейчас. И поставьте, пожалуйста, лайк, можете написать комментарий, можете написать вопрос, если он у вас остался. И увидимся на следующих обзорах, роликах или еще где-нибудь. Пока!